Вернемся к дуэту «Америка». Свой 8-й студийный альбом под названием Silent Letter дуэт выпустил в июне 1979 года. К сожалению, в моей коллекции данный альбом отсутствует. Уже по лицевой стороне обложки мы видим, что группа «Америка» стала дуэтом. Это был первый студийный альбом «Америка» после ухода Дэна Пика и первый релиз «Америка» на лейбле Capitol Records. И последний из 6 последовательных альбомов, спродюсированных Джорджем Мартином. Джордж Мартин снова добросовестно выполнил свои обязанности продюсера и придал этому альбому типичный блеск конца 70-х. А также это был первый студийный альбом группы с момента их дебюта, название которого начиналось не с буквы H. Само название Silent Letter – это по сути ироничный намек на отсутствие H и присутствие немых букв в английском языке. Альбом не имел коммерческого успеха, достигнув 110-го места в чарте альбомов Billboard. Тем не менее, 3 песни с этого альбома попали в чарты, хотя и не на первые места. В этом альбоме нет радикальных изменений, но стилевые вариации заметны. В альбоме присутствуют быстрые песни, фортепианные баллады и поп-роковые песни в среднем темпе. Silent Letter, безусловно, есть несколько очень хороших треков софт-рока, есть пара интересных амбициозных песен. Качество написания песен и аранжировок достаточно высокое, чтобы удерживать интерес слушателей к дуэту. Баннелл и Бекли сохранили свой отличный вокал. Гармонии безупречны, острые продуманные аранжировки. И Дьюи Баннелл и Джерри Бекли продолжили писать свои необычные тексты. Их тема – это все о жизни, в целом. В своем ретроспективном обзоре этого альбома на AllMusic музыкальный критик Стивен Левин написал: «Конечный результат может быть несовершенен, но приятен, и по сравнению с записями, которые предшествовали ему, и некоторыми альбомами, которые последовали за ним, Silent Letter безусловно кажется последним событием для Америки». Открывает альбом трек Only Game in Town, одна из лучших песен группы в стиле поп-рока. Лично мне понравилась вторая песня на альбоме All Around, которая имеет отличную и запоминающуюся мелодию. Трек End Forever был украшен заметным басом, великолепными партиями саксофона и уменьшенным количеством звучания гитар. Такой себе гибрид фолка и диска. Трек All My Life – это прекрасная песня для двух влюбленных людей. Отличная работа. В целом, Silent Letter – достойный и интересный альбом эпохи конца 70-х. Для любителей музыки тех лет он будет иметь ценность. К примеру, для меня, ведь это были годы моей юности. Оценивая этот альбом ретроспективно, надо признать, что он незаслуженно недооценен. А если учесть тот факт, что группа из трио превратилась в дуэт и выпустила альбом такого уровня, то критики явно были к нему несправедливы. Уверен, что дуэт испытывал огромное давление, намереваясь выпустить достойный первый альбом в качестве дуэта. И надо напомнить, что в то время уже росла популярность панк-рока, и перед дверьми музыкального мира уже росло движение новой волны. Но дуэт Америка остались самими собой и продолжали дарить слушателям отличную музыку. Свой 9-й студийный альбом фолк-рок дуэт Америка выпустили в 1980 году под названием Alibi. Алиби. В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в Германии. Перед выходом этого альбома Баннелл и Бекли расстались с продюсером Джорджем Мартином и расстались с друзьями. Дуэт хотел попробовать себя в новом музыкальном направлении. Для записи нового альбома группа наняла 2 продюсеров: канадского продюсера и композитора Мэтью Макколи, жившего в Лос-Анджелесе, и американского продюсера, музыканта и композитора Фреда Моллина. Перед этим в 1979 году Макколи и Моллин были номинированы на премию Juno Award в категории «Продюсер года». Позже Макколи спродюсировал несколько треков на альбоме Perspective группы Америка в 1984 году, в то время как Моллин вернулся в 2011 году, чтобы спродюсировать кавер-альбом группы Америка Back Pages. Дуэт Америка не только сменил продюсера, но и команду музыкантов, которая работала над записью их предыдущего альбома, за исключением Уилли Ли Кокса. Были наняты новые музыканты:
Американский басист, гитарист, певец и автор песен Тимоти Шмидт, гитарист, композитор и музыкальный продюсер Уоди Вахтель, американский сессионный барабанщик Майк Берретт, американский басист Лиз Клар, американский певец, музыкант и автор песен Ричард Пейдж, певец, автор песен и исполнитель на губной гармонике Нортон Буффало, настоящее его имя Филипп Джексон, и гитарист, продюсер, аранжировщик и композитор Стив Лукатер, известный всем нам как единственный неизменный участник, основатель рок-группы Тото. Кстати, в моей коллекции винила есть несколько альбомов этой группы. Alibi был вторым альбомом группы Америка, на обложке которого не было фотографий участников группы. Первым, как вы помните, был альбом 1977 года Harbor. На обложке альбома Alibi на переднем плане красовалась фотография головы куклы на фоне пустынного пейзажа. Дьюи Баннелл сказал, что он выбрал эту фотографию, просматривая архивы фотографа Генри Дилтса. Большинство фанатов дуэта считают оформление обложки этого альбома очень неудачным. На этом альбоме дуэт заменил также свой стандартный логотип. В ретроспективном обзоре альбома на AllMusic написали: по сути, альбом продолжает то место, на котором остановился Silent Letter. То есть это набор приятной софт-поп музыки, но он более гладкий и легкий, чем его предшественник. Также альбом критиковали за неровный музыкальный материал и слабое продюсирование. Быстрые песни на этом альбоме в большинстве. По своему материалу этот альбом более роковый, чем его предшественники. Песня Survival, открывающая альбом Alibi, как и сам альбом, стали хитами в Италии, причем песня вошла в 5 лучших, а альбом достиг 2 места. Вторая песня Might Be Your Love – хорошая ритмичная работа в стиле классического поп-рока. Третья песня Catch That Train с приятным развитием и хорошими ненавязчивыми соло гармоники и электрогитары. Следующая песня You Could Have Been The One была выпущена в качестве первого сингла с альбома и получила коммерческий провал в США, даже не попав в чарт Billboard и достигнув лишь 114 места в чарте синглов Record World. Хотя в ней и нет ничего особенного, песня все-таки хороший образец поп-рока тех лет. Закрывает первую сторону альбома кавер на песню Расса Балларда I Don't Believe in Miracles с хорошей игрой фортепиано. Надо отметить, что на следующем своем альбоме дуэт расширил свое сотрудничество с Баллардом. Вторая сторона альбома начинается с песни I Do Believe in You. Быстрый темп, хорошее инструментальное наполнение, фортепиано, электрогитара, ударные – все звучит гармонично. Вокал, как всегда, на высоте. Но все звучит довольно стандартно, ничего запоминающегося. Песня Hangover, выпущенная в качестве второго сингла с альбома, даже не попала в чарты. Трек Hangover звучит довольно жестко, как для дуэта Америка. Песня полностью в стиле атмосферы рока тех лет. Третий трек второй стороны Right Back to Me прошел незаметно в США, но в Мексике стал хитом. Песня Coastline Джерри Бекли в очередной раз продемонстрировал свой прекрасный и приятный вокал. Песня в подвижном темпе Valentine демонстрирует желание дуэта звучать в чисто роковом стиле. Трек One in a Million – это спокойная баллада, которая закрывает альбом. Хороший вокал под доминирующую партию фортепиано. К сожалению, эта песня не имеет ярко выраженной, запоминающейся мелодии. Альбом Alibi достиг только 142 места в чарте альбомов Billboard и стал еще одним коммерческим разочарованием для дуэта. Но этот альбом все-таки, хотя и не один из лучших, но не один из худших.